清楚了，修罗真身，修罗审判。Тансан помимо морского бога был также избран богом Асурой. Ему предстояло решить, какое наследство выбрать. Но Тансан не проходил испытания Асуры. Каким образом он может получить его божественность? Все дело в Танчене и мече Асуры. Вернувшись на остров морского бога и встретившись с Босайси, Тансан узнал о смерти своего прадеда, величайшего предка клана Чистого Неба. Танчень даже успел пройти 8 испытаний Асуры и получил его божественное оружие. Перед смертью Танчень оставил свой меч Асуры Босайси, чтобы она передала его Тансану. Говоря, Босайси призвала это оружие, и внезапно красный свет вспыхнул между ней и Тансаном. Это был 2-метровый кроваво-красный гигантский меч. Именно тот, которым Танчень ранее заблокировал трезубец морского бога Тансана, а также отправил его в полет. Широкое тонкое лезвие было густо покрыто глубокими золотыми узорами. Весь кроваво-красный меч наполнялся чрезвычайно суровой аурой убийства. Даже энергия Босайси трепетала в присутствии этого злобного меча. Тансан был ошеломлен, он ничего не чувствовал, и казалось, на него не влияли следы убийственного намерения меча. Напротив, как только Тансан увидел этот меч, его рука сама потянулась к нему. На его левой ладони появился точно такой же красный узор, и казалось, что он сформировал идеальное взаимопонимание с этим убийственным мечом. Вот теперь Тансан наконец понял, что это за кроваво-красная энергия, которая помогла ему убить короля китов, а также оказала большую помощь в поглощении его кольца и кости. Это было изменение в его сфере бога смерти, которая достигла самого высокого уровня. Это была уже не сила сферы, а скорее связь с самим богом Асурой, которого пытался унаследовать его прадед. Поняв, что этот меч представляет наследство другого бога, правая рука Тансана резко остановила левую, не дав ей коснуться этого меча. Тансан чувствовал, что если он возьмет меч в руку, то сила Асуры может снова вырваться. А он помнил, как недавно две его божественные силы боролись друг с другом. Это было не очень приятно. Тансан знал поговорку «не откусывай больше, чем можешь проживать». Он абсолютно не смел думать об одновременном наследовании двух божеств сразу. Это было чистое безумие. Бог Асура точно был сильнее морского бога, которого Тансан готовился унаследовать. Даже его прадед не мог поглотить божественную силу Асуры за столько лет, и в конечном итоге эта сила стала причиной его смерти. Понятно, насколько властной она была. По сравнению с этим, сила морского бога была намного мягче, и Тансан завершил процесс ее наследования шаг за шагом, постепенно проходя 8 из 9 испытаний, а теперь и последнее. Хотя трезубец был поврежден, Тансан все равно выбрал морского бога для своего наследства, и даже не сомневался. Он хорошо подумал и решил, что ему подходит наследие морского бога. Танчень оставил меч Асуры с добрыми намерениями, предоставив Тансану еще один выбор, потому что этот убийственный меч был ключом к наследию бога Асуры. Но сейчас Тансан решил не прикасаться к нему, а подождать, пока не завершит 9-е испытание морского бога. Наследовать божественность было слишком опасно, а энергия другого бога могла нарушить этот процесс. Танчень увидел, что Тансан уже владел сферой бога смерти, и это на самом деле было первым испытанием Асуры. Если кто-то прошел первое испытание, у него был шанс унаследовать божественность Асуры. Танчень получил большую часть наследства Асуры и оставил ее в мече. Отличие наследства Асуры от наследования морского бога заключалось в методе выбора преемника. Наследником морского бога мог быть исключительно один мастер, которого постепенно готовили к принятию силы морского бога. Вот почему отпечаток морского бога несколько раз спасал жизнь Тансану. Но наследство бога Асуры было гораздо опаснее. Как бог убийства, Асура предъявлял еще более суровые требования, и унаследовать его силу было невероятно трудно, даже без вмешательства Ракшасы. Следовательно, когда Асура выбирал своего преемника, он забрасывал широкую сеть с мыслью выбрать сильнейшего кандидата из многих претендентов. Каждый, кто получил сферу бога смерти, считался избранным, и кто в конце мог унаследовать положение Асуры, зависело от их собственной силы. Да, согласно оригиналу, уровень бога Асуры был на полшага выше, чем у морского бога, Ракшасы или богини-ангела. Перед смертью Танчень, конечно, не хотел, чтобы его энергия и часть божественного наследия Асуры просто исчезла. Поэтому он сосредоточил полученную им силу Асуры в этом убийственном мече. Он считал, что Тансан лучший кандидат на роль бога Асуры. Еще во время битвы с Чудо-китом сфера бога смерти Тансана эволюционировала и превратилась в сферу Асуры, и он получил одобрение бога Асуры. После смерти Танченя, Тансан, владевший сферой Асуры, естественно был первым кандидатом в преемники. Если он также не умрет, божественность Асуры могла быть унаследована только им.
Но сейчас Тансан сделал другой выбор. Сфера бога смерти была в некотором смысле похожа на свет морского бога Тансана, а также на близость с морским богом. По мере того, как сила Тансана увеличивалась, постоянно развивающаяся сфера Асуры была фактически эквивалентна тому, что Тансан постоянно принимал испытания Асуры. После взрыва 6 колец на молоте, сфера бога смерти была стимулирована чрезвычайно огромным энергетическим взрывом, тем самым вызвав качественный скачок, что привело к финальной эволюции. А когда Тансан добавил последнее кольцо на молот чистого неба в 1 000 000 лет, оно придало достаточно энергии эволюции сферы, и к тому же его молот чистого неба превратился из черного в красный, завершив эволюцию сферы Асуры. Когда энергия бога Асуры вошла в тело Тансана, пропитав его божественным намерением, она немедленно подверглась отторжению уже присутствующей энергии морского бога. Это вызвало борьбу внутри Тансана. Сила морского бога за эти годы лучше укоренилась в Тансане, и вместе с Трезубцем имела преимущество, но она не могла подавить силу Асуры. Молот чистого неба теперь уже стал местом средоточия силы Асуры в Тансане. Итак, на данном этапе Тансан выбрал в пользу положения морского бога и решил подождать и не прикасаться к мечу Асуры. Однако на этом история не закончилась, потому что Асура уже выбрал Тансана, и он не отступит. Спасибо большое за просмотр. Напишите в комментариях, как по-вашему, чье наследство больше подходит Тансану и какой выбор ему стоило сделать. Подписывайтесь на канал и всем пока.